Как Путин отпразднует миллион потерь на фронте в День России? Хватит ли смелости сказать об этом? Ответ вас шокирует. США готовят эвакуацию. Граждане и семьи дипломатов срочно покидают страну. Мир замер в ожидании громкого конфликта. Двойная игра президента. Еще один друг Кремля не усидел на двух стульях. Уже второй американский штат тонет в протестах, мексиканские флаги и угроза введения войск. Как начинается революция? Судьба помощи Украине зависла в воздухе. Решение министра обороны отрезвило мечтателей. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине, Белоруссии и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Путин официально стал миллионером. Третий год войны. Миллион повис на его плечах. Именно такое количество потерь личного состава оккупантов фиксируют силы обороны Украины. Подчеркну, что это не означает миллион убитыми. Это все выведенные из строя. И все, что удалось поднять миллионеру, это рынок поминальных услуг. За первые 4 месяца 2025 года ритуальный бизнес в стране заработал почти 40 миллиардов рублей. Это на 12,7% больше, чем за этот же период год назад. И это не просто рост, это ускорение. Годом ранее было плюс 9%, а теперь почти плюс 13%. Что же происходит? Как думаете, пишите в комментарии, связано ли это с войной, где первый миллион потерь уже зафиксирован официально. Сарказм это или нет, но госсекретарь США поздравил в этот же день с Днем России народ Федерации. Неожиданный камин-аут или откровение можно, конечно, трактовать двояко, но тем не менее при Байдене такого не было. Соединенные Штаты остаются приверженными поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему. Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить заинтересованность Соединенных Штатов в конструктивном взаимодействии с Российской Федерацией ради достижения прочного мира между Россией и Украиной. Означает ли что-то подобное заявление и входит ли российская власть в российский народ, об этом госсекретарь нам не рассказал. А как думаете вы? Не забывайте писать свое мнение в комментариях под видео. Пентагон не уверен, что хозяин Кремля ограничится вторжением только в Украину. Глава Минобороны США и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн на слушаниях в Конгрессе прямо заявили, у России могут быть планы пойти дальше. «Не думаю, что он остановится», — говорит генерал Кейн. Министр обороны был осторожнее, говорит, это покажет время. Сенатор Линдси Грэм не сдерживал своих эмоций. Это повторение 30-х годов, говорит он. Путин сам не хочет останавливаться, и если его не остановить, он разорвет Украину и пойдет дальше. Но в это же время Белый дом якобы сокращает помощь Киеву. По словам Пита Хексета, у администрации Трампа другой взгляд на помощь. Дипломатическое решение конфликта может быть выгоднее в текущих условиях и для Украины, и для США. Я бы сказал, что бюджет отражает реальность, в которой Европа должна активизироваться для защиты своего континента. И в этом заслуга президента Трампа. В его первый срок, в этом сроке мы собираемся поехать в Гаагу, где, как мы надеемся, большинство европейских стран НАТО обязуются выделить 1,5% в общей сложности 5% на оборону, что было немыслимо до президента Трампа. Он установил стандарт, согласно которому Америка не может быть везде и всегда для всех. Вашингтон дает понять, ресурс войны не бесконечен, и если Европа хочет мира, ей стоит активнее включаться в оборону. К тому же накануне медиа очень широко разносили предложение к будущему американскому бюджету, в котором военная помощь Украине якобы урезается. Мы спросили об этом эксперта, управляющего партнера украинской национальной антикризисной группы. Многое из того, что производит уже и США, и Европа, оно уже устарело. И многое то, что было поставлено в начале войны в Украине, многое уже без модернизации украинской не работает. Поэтому говорить о том, что существует ли такая потребность в поставках того и тех иных систем, которые могут не работать, тоже стоит вопросом. Это больше идут внутриведомственные общения на уровне военных. Это тоже мы должны понимать. Украина, Соединенных Штатов Америки, если говорить о них, в конкретике нужна в первую очередь сейчас система ПВО. Это критическая зависимость. По другим направлениям, есть ли большая критическая зависимость, тоже большой вопрос, потому что Украина уже прошла
огромный путь по поводу производства собственного вооружения, соединение в том числе с европейскими производителями. После нескольких дней беспорядков в Лос-Анджелесе волна протестов докатилась до Техаса. На улицы Остина и Далласа вышли разъяренные толпы в ответ на массовые депортации мигрантов и действия властей. Блокируются дороги, вспыхивают стычки с полицией, в ход пошли светошумовые гранаты, перцовый газ, сигнальные ракеты и петарды. Уже задержано не менее 10 человек. В Калифорнии протесты, кроме Лос-Анджелеса, захлестнули Сан-Франциско и Санта-Анну. Трамп, не дожидаясь милости от демократов, заявил, что, цитирую, «Лос-Анджелес сгорел бы дотла, если бы не его решение ввести войска». Одновременно он обрушился с критикой на губернатора Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса. В города по всей стране стягивают дополнительные силы, дополнительные резервы. Президент обвиняет во всех бедах губернатора Калифорнии. Вы знаете, это почти как невыполнение служебных обязанностей. Никто никогда не видел ничего подобного. Сначала он устроил пожары, которые сожгли половину города. Я имею в виду, никто никогда не видел ничего подобного. Я сказал им: вода, привезите воду из верхней части. Вы знаете, с северо-запада Тихого океана. Но вот почему-то в других регионах, к примеру, в Техасе, губернатор, не так виноват. Может быть, потому что он не соперник Трампа и не демократ. Гевин Ньюсом теоретически мог бы стать вице-президентом в случае победы Камалы Харрис на выборах. Губернатор Калифорнии, в свою очередь, угрожает судом за ввод Национальной гвардии в штат. Америка все глубже погружается в политический и социальный разлом. Неожиданная сцена в Одессе. Президент Сербии Александр Вучич, известный пророссийской риторикой, приехал в Украину и предложил восстановить украинские города. При этом, как он сам заявил, не предал Россию, потому что не подписал итоговую декларацию саммита. Выступая на встрече Украина-Юго-Восточная Европа, Вучич пообещал, Сербия готова взять на себя восстановление 1-2 украинских городов или регионов. Мол, это было бы понятно и заметно для украинцев. Сербия всегда будет верна уставу ООН, международному публичному праву, которое включает нашу поддержку территориальной целостности стран, признанных ООН. Большое спасибо. Но сразу после саммита Вучич поспешил успокоить российских партнеров. В интервью сербским медиа он заявил, что не подписал декларацию форума и поэтому никого не предал. И подчеркнул, Сербия единственная страна Европы, которая не ввела санкции против Москвы и менять курс не собирается. А еще, наверное, пальчики скрестил. Формально Белград остается нейтральным, фактически продолжает балансировать между Западом и Кремлем. Визит Вучича в Украину выглядит как попытка показать конструктивность на фоне давления Евросоюза, не разрывая при этом связи с Путиным. И все же факт: впервые с начала полномасштабного вторжения России сербский лидер оказался на украинской земле. Но готовы ли в Киеве поверить в такую помощь без позиции? Как думаете вы? Пишите в комментарии, не забывайте. Еще одна война неминуема. Ближний Восток на грани. Израиль может нанести удар по Ирану в ближайшие дни. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на свои источники. И самое главное, операция может пройти без согласования с США и вопреки позиции Дональда Трампа, который пока не дает зеленый свет и настаивает на попытках дипломатического урегулирования. США не планируют участвовать напрямую, но готовы предоставить поддержку в виде обмена разведданными и дозаправки в воздухе. По информации NBC, это будет односторонняя операция Израиля, и она вполне может привести к политическому конфликту с администрацией Трампа. Тиранический режим в Иране по-прежнему пытается распространять свой террор повсюду. В нынешней войне за возрождение, мы разгромили значительную часть оси зла Ирана. Однако угроза по-прежнему существует, и мы высказываем свое мнение по этому поводу, чтобы обеспечить безопасность Израиля. Израиль торопится, Иран активно восстанавливает систему ПВО, и окно возможностей для авиаудара сужается. С каждым днем атака становится все более опасной, особенно для пилотируемых самолетов. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу.
В Багдаде тревога. По данным Reuters и источников Белого дома, Вашингтон начал подготовку к частичной эвакуации американского посольства в Ираке. Причина – нарастающее напряжение в регионе и риск прямой конфронтации с Ираном. Эвакуацию организовывал сам министр обороны США, пишут медиа. Речь идет не только о дипломатах. Пентагон уже санкционировал добровольный выезд семей американских военных с баз в Ираке, Бахрейне и других точках присутствия США на Ближнем Востоке. Прямо говорится, безопасность американцев приоритет, а угроза более чем реальна. Давайте верить и уповать на Бога. Мы способны преодолеть все проблемы. Мы преданы Богу, а значит, мы не преданы Америке и ее союзникам. Это не означает, что мы хотим воевать с миром. Мы хотим разговаривать с миром. Мы не подчинимся силе, угнетению и запугиванию. Белый дом подтверждает, президент в курсе, и он не раз предупреждал, что готов нанести удар по Ирану, если ядерные переговоры провалятся. Судя по всему, терпение президента истощается. Сам он недавно признался, уже не уверен, удастся ли убедить Тегеран остановить обогащение урана и предупредить создание ядерной бомбы. Отдельное спасибо за то, что досмотрели видео до конца. Спасибо вам за доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас с вами становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.